Проводная и беспроводная зарядка, встроенный экран с отображением информации о заряде, выдвижной кабель Type-C, регулируемая подставка с беспроводной зарядкой, поддержкой зарядки до 140, 100 и 67 Вт. Стильный дизайн и компактные размеры. Как вы поняли, сегодня речь пойдет о 3 зарядных устройствах от Baseus. У каждой модели есть свои плюсы и недостатки, все зависит от сценария использования, предпочтений и, разумеется, конечной цены, на что вы рассчитываете. Но что из себя представляют зарядные устройства Baseus PicoGo на 67 Вт, Baseus SuperGun на 100 Вт и Baseus Nomos на 140 Вт, я сейчас вам, разумеется, расскажу. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо просто подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий под любым из роликов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Помимо этого еще iPhone 16 я разыгрываю на Новый год. Условия по ссылке в ролике в описании. Перейдем к зарядкам. Распаковка. Модели PicoGo и SuperGun поставляются плюс-минус в одинаковых упаковках, да и комплектация идентичная. А именно, само зарядное устройство, руководство пользователя, фирменные стикеры, специальный стикер с клеящей основой с двух сторон, а также кабель питания. Но PicoGo питается по кабелю с Type-C на Type-C, а SuperGun по AC кабелю с евровилкой. Вес SuperGun 333 грамма, а габариты 67 на 61 мм. Вес же PicoGo 180 грамм. Габариты 68 на 69 на 42 мм. Данная модель легче и меньше, чем SuperGun, но самой большой и увесистой из этой троицы является Baseus Nomos. Габариты 122 на 92 на 42 мм, а вес целых 486 граммов, почти полкило. Упаковка у зарядного устройства Nomos выглядит слегка дороже, но стиль в принципе один и тот же. В комплекте с этой моделью есть руководство пользователя, выполненное из черной бумаги, само устройство и кабель питания, как в модели SuperGun. Фирменных стикеров и стикера для фиксации устройства на столе нету. Далее, собраны модели отлично, по материалам они очень схожи, а именно матовый пластик, но у SuperGun и Nomos есть части с глянцевым покрытием. Все модели склонны к быстрому загрязнению, что не радует, пачкаться будут быстро. Отпечатки пальцев, пыль и тому подобное на них появляются моментально. Разумеется, не все так мрачно, но, к примеру, зарядное устройство, которое я использую от другого бренда с глянцевым прозрачным пластиком после долгого времени использования, выглядит куда лучше, чем эти 3 зарядных устройства после использования всего в течение 2 дней. Что касается эргономики и удобства использования, разумеется, чем меньше устройства, тем удобнее его брать с собой куда-либо. Если говорить о небольшой сумке, к примеру, сумке через плечо, то размеры играют роль, но если говорить о рюкзаке, то все модели много места не занимают, хотя когда ты полкило носишь, это уже все-таки сильно. В любом случае, если нужно компактное зарядное устройство, то смотрим на модель PicoGo и SuperGun. Сразу отмечу, что у PicoGo есть только один зарядный кабель, но при этом есть поддержка беспроводной зарядки. У модели же SuperGun нет беспроводной зарядки, но по зарядным интерфейсам все гораздо лучше. Как я уже говорил, все зависит от предпочтений и сценария использования. Лично я после 6 месяцев использования смартфона Apple iPhone 13 Pro, заряжая его в основном только от беспроводной зарядки, сделал вывод, что подобный способ зарядки куда быстрее убивает аккумулятор смартфона, хоть это и удобно. Если говорить о модели Nomos, то она универсальная, так как имеет и большое количество зарядных интерфейсов, и область для беспроводной зарядки. Все 3 модели имеют один выдвижной USB Type-C кабель, но у PicoGo он короче 60 см, а у остальных 2 моделей длина кабеля составляет 82 см. Теперь же перейдем к основным возможностям зарядных устройств. PicoGo 2 в одном можно использовать для зарядки 2 устройств одновременно, к примеру, смартфон по беспроводной зарядке и ноутбук по кабелю. К слову, область для беспроводной зарядки можно откинуть. Смартфон отлично магнитится как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Беспроводная зарядка использует протокол Qi 2, максимальная мощность у нее 15 Вт. Также, что неудивительно, она совместима с MagSafe. На вход зарядное устройство принимает максимум 20 вольт 5 ампер 100 Вт, на выход по кабелю максимум 67 Вт, но это в случае, если устройство подключено к блоку в 100 Вт. Если же использовать блок на 65 Вт или на 67 Вт, выходная мощность будет 45 Вт. При 60 Вт будет 30 Вт и при 45 Вт будет 18 Вт. Далее, SuperGun подходит для зарядки 4 устройств одновременно. AC разъем имеет следующие параметры: от 100 вольт до 240 вольт, 2,5 ампера максимум. Type-C 1 и Type-C 3 на выход 20 вольт 5 ампер 100 Вт максимум. Type-C 2 на выход максимум 20 вольт 1,5 ампера, соответственно 30 Вт. А USB-A максимум выдает 10 Вт, 5 вольт 2 ампера. В случае, если использовать все разъемы одновременно, распределение мощности будет таковым: Type-C 1 60 Вт,
Type-C и Type-C 2 по 15 Вт и USB-A на 10 Вт. О распределении мощности можно без труда ознакомиться в описании моделей на официальном сайте. В этом плане информация, подтверждаю, достоверна. Далее. Baseus Nomos гибрид с увеличенной выходной мощностью двух моделей, о которых я уже рассказал. Это если кратко. Из особенностей Nomos это встроенный экран с отображением зарядки. Удобно, что есть два режима отображения. Это простой и подробный. Переключаться они могут с помощью механической кнопки с правого торца зарядного устройства. Также с помощью этой кнопки можно перейти в режим сна. Экран удобный, яркости хватает, но сказать, что экран неотъемлемая часть данной модели, довольно сложно. Область для беспроводной зарядки также откидывается, как и в модели Pico Go. Максимальная мощность беспроводной зарядки 15 Вт, протокол также новый Qi 2. По разъемам Type-C 1 на выход максимум 20 вольт 5 ампер 100 Вт, Type-C 2 также 20 вольт 5 ампер 100 Вт, Type-C 3 максимум 140 Вт по протоколу Power Delivery версии 3.1, а USB-A максимум 15 Вт, 5 вольт 3 ампера. Далее, в плане эффективности зарядки все модели хороши, но это не первое зарядное устройство от этого бренда у меня на обзорах, которое я тестирую. Я могу сказать, что заявленные данные достоверны. В использовании не было ни одного из зарядных устройств у меня, чтобы они перегревались, и каких-то проблем во время зарядок не было. Данные модели хороший выбор, если вы используете продукцию Apple или Samsung. Заряжать смартфоны можно, планшеты, ноутбуки, носимые устройства наподобие наушников или часов. По моим тестам Pico Go SuperGun и Nomos по кабелю заряжают смартфон Apple iPhone 15 Pro от 0 до сотки за 1 час 30 минут в среднем, разница максимум пару минут. Для зарядки ноутбуков, разумеется, подойдет больше модель Nomos, но отмечу, что в случае зарядки MacBook большой разницы между SuperGun и Nomos по скорости зарядки в однопортовом режиме не будет. Pico Go выдает же самую скромную скорость зарядки MacBook среди всех этих моделей, но при этом я все равно не назвал бы зарядку долгой. 35 минут и 50% уже набежали. Скорость зависит еще, разумеется, от модели ноутбука. По беспроводной зарядке Pico Go заряжает Apple iPhone 15 Pro от 0 до 30% за 30 минут, от 0 до 60 за 1 час 2 минуты, от 0 до 80 за 1 час 30 минут, а от 0 до сотки за 1 час 55 минут. Зарядка Nomos справляется также. В целом можно рассчитывать на 2 часа зарядки данным способом, но большинство обладателей смартфонов Apple в настройках установлена функция безопасной зарядки до 80%. Так что 1 час 30 минут и смартфон заряжен. Но опять же помним, что я с ним год отходил, и технически батарея уже не на 100%. По большому счету напичканы устройства по максимуму. Минусы. Непрактичный дизайн из-за подобных материалов. Зарядные устройства быстро теряют презентабельный вид. У модели Nomos область для беспроводной зарядки закрывается с противным скрипом. Могли бы сделать шарнир такой же, как у модели Pico Go. Что касается модели SuperGun, как по мне, она слегка не оправдывает свои габариты. Мне кажется, что ее можно было бы сделать куда более компактной. Хотя здесь может быть все из-за теплоотведения. У зарядного устройства Pico Go нет в комплекте блока на 100 Вт. За это минус. А также, чтобы было комфортно использовать беспроводную зарядку, необходимо приклеить зарядное устройство к поверхности. Для кого-то это минус, а для кого-то не составит труда придерживать второй рукой зарядку при снятии смартфона с магнитной области. У Nomos такой проблемы нет практически из-за своего веса. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Весь ноябрь распродажи, у Baseus отдельные распродажи. Я считаю, что и пауэрбэнки, и зарядки у них вообще копейки стоят. У них некоторые зарядки, которые стоили по 1500, сейчас стоят по 400 рублей. Обратите внимание на их магаз. Так что подписывайтесь на ТГ скидок. Там много всего полезного. Резюмирую, все три зарядные устройства лично, по моему мнению, достойны внимания. Для себя я бы выбрал средний вариант, а именно Baseus SuperGun на 100 Вт. Так как беспроводной зарядкой я не пользуюсь, только для тестирования устройств, то он по мне оптимален. 100 Вт достаточно для зарядки всех устройств, которые мне необходимы, но, конечно, выглядит она довольно просто. У вас свои предпочтения, советую несколько раз подумать перед покупкой о том, для каких задач вам нужно зарядное устройство. У меня были и по 15 тысяч рублей зарядки, можете посмотреть на канале. Сейчас будет распродажа, хорошие скидки, мониторим цены и делаем выводы, но не забываем, что курс у нас не волшебный, и поэтому в рублевом эквиваленте вам будет казаться, что все дорого. От меня девайсом да, огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!